Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил СССР в уничтожении цвета узбекской нации для подавления ее стремления к свободе. 31 августа в республике отметили День памяти жертв репрессий, а 1 сентября – День независимости республики. В среду глава страны посетил комплекс памяти жертв репрессий – Шохидлар Хатираси. Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших. Мы не зря каждый раз приходим сюда и почитаем их память. Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации, знали по 2-3 языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу родину, привести ее к процветанию. Мирзиёев также напомнил о действиях советского государства по отношению к джадидам, участникам движения в мусульманстве, которое выступало за обновление ислама, распространение образования, парламентаризм, избирательные права для женщин и территориальную автономию Туркестана. Многие из них выступили против советской власти и в 1930-е годы стали жертвами репрессий. При этом репрессии не ограничивались преследованием джадидов, отметил президент. Если говорить, что события 30-х годов – это далекая история, то как же быть с хлопковым делом? Они придумали ложные обвинения, чтобы подавить наших лидеров. Известно, что хлопковое дело – серия дел об экономических и коррупционных преступлениях в Узбекистане, которые расследовали в СССР в 1970-1980-х годах. Было возбуждено 800 уголовных дел. К различным срокам приговорили более 4000 человек, обвиненных во взятках, приписках и хищениях. В их числе оказались многие представители руководства Узбекской ССР. В марте 1989 года были созданы две специальные комиссии – ЦК КПСС и при Президиуме Верховного Совета, которым поручили изучить возможные нарушения законности при расследовании дел о коррупции в республике. Обе комиссии пришли к выводу, что в деятельности следственной группы были допущены, как они говорили, нарушения социалистической законности. В мае того же года прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Тельмина Гдляна и Николая Иванова. Они возглавляли Следственную комиссию по расследованию злоупотреблений в хлопководстве Узбекистана. Первые исключили из КПСС и уволили из прокуратуры. В 1991 году дело Гдляна и Иванова закрыли в связи с изменением политической обстановки. В декабре 1991 года, непосредственно перед распадом Советского Союза, президент Узбекистана Ислам Каримов помиловал всех осужденных по хлопковому делу, которые отбывали наказание на территории республики. Нынешний лидер страны подчеркнул, что данный период истории изучен не до конца, поэтому исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них должны продолжиться. Спасибо, дорогой зритель, за твой лайк и комментарий. Это очень важно. Если у тебя есть возможность, смотри нас через VPN-сервис. Реклама поможет монетизировать наш контент.